Ребята, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся у меня в деревне. Деревня называется Бердуны, я про это снял видео, если кому интересно, посмотрите у меня на канале. А мы здесь занимаемся выточкой и подготовкой кирпича на Санкт-Петербург. Мы здесь делаем сухую сборку, все запакетуем. И в Санкт-Петербурге уже будем сажать сам камин. У нас долгое время заняло эта привозка кирпича. Никак нам не могли привезти этот кирпич хороший в наши пинские и магазины. И мы уже сами непосредственно поехали на завод и привезли этот кирпич. Здесь пару поддонов, это у нас будет отбракованный, вот тот он идет сильно в трещину, этот мы уже перебрали, он у нас будет на лицевую кладку. Кто не смотрел видео, мы уже подготовили себе площадку, сделали навес и уже небольшую партию кирпича мы уже вытащили. А Эдик занимается непосредственно выточкой. Вот, сделали такую себе площадочку, она у нас идет 4 на 3,5. Оборудовали себе рабочее место, навес. Поставили нашу любимую стоечку, которая с легкостью делает вот нам такие красивые галтельные кирпичи, также карнизные. Их нам надо где-то будет штук вытащить 70-50 на трубу, остальное на камин. Так у нас идет и подготовка. Это уже у нас готовые наши колбаски, прямые и угловые. Здесь у нас идут галтельные кирпичики. Сейчас я буду настраивать свой станочек, чтобы нам сделать спил по плоскости в кирпиче, чтобы он был красивенький. И после этого Эдик уже будет красивенько его стачивать. А вы оставайтесь с нами и смотрите, что будет. Ребят, сегодня у нас вторник, продолжаем дальше мы нашу работу. Привезли мы наш станочек, и с помощью него мы спиливаем кирпич на 6 сантиметров. По высоте у нас получается 12. И у меня часто спрашивают, чем отличается наш станок DeWalt, где диск у нас идет диаметром меньше, а здесь у нас диск стоит 400. Это для того, чтобы у нас спокойно проходил сам кирпичик. Мы его, ребятки, берем, ставим сюда. Чуть попозже покажу, как у нас пили. Вот, ставим сюда. И по всей высоте мы спокойно спиливаем 12 сантиметров. Здесь я положил тонкую пластиковую и пластинку. Это сделал для чего? Так как если мы до этого ставили здесь вот кирпич, он чуть-чуть у нас отклонялся, и у нас получался неточный размер. Вот. А теперь мы ставим сюда, спокойненько прижимаем к направляющей у нас речке, которая у нас идеально выставлена 6 сантиметров. Здесь я беру, подвожу к диску, отступаю здесь 6 сантиметров и здесь, чтобы у нас все было четко. И после этого здесь закручиваю. Вот. А если бы на станке DeWalt, то мы бы такую красоту бы не сделали. А как у нас получается, вот смотрите, ребята, вот так четко и классно получается. Еще мы спилим вот эту часть. Это после того, как мы здесь все напилим, выставим в размер и будем здесь срезать. Если так вот делать, ребята, черепашкой все и счищать, то где-то будут ямки, также будет и вырываться камень, а когда вы пилите диском, у вас такая получается как гранитная поверхность хорошая. Ребята здесь уже наточили такое количество кирпича, сделали капли. У нас идет тут цех. Вася привозит кирпичик, только и не успевает. Эдик его размечая здесь и аккуратненько все пилит. Сейчас мы будем делать нашу арочку. Эдик сделает мне подготовку, я потом и расчерчу
лекалом и буду уже все это дело выставлять. Вот такая у нас будет арочка. Ну что, ребятки, погнали. Смотрите, как четко. Ребята, мы приехали еще за кирпичом. Мы перебрали кирпич, и нам где-то еще и не хватает поддон полтора. Вот, и я приехал за кирпичом. Здесь его, смотрите, сколько много. Выбрал два себе поддончика и взяли себе еще сырья на производство. Вот, смотрите, кирпича просто здесь куча. Я прям стою на кирпиче на высоте 3 поддонов. Как говорит коллега, будем этот брать, кирпич и этот. Я походил, выбрал. Надо, ребятки, очень тщательно выбирать кирпичик, чтобы у вас получилась красивая печь или камин. Как-то так. Будем брать этот поддончик и тот. Тот я хотел брать, но его оставил, потому что сверху будет, видите, немножко красноватый есть сверху. Значит, он будет такой весь. Взял вот эти два. Они практически одинаковые. Ребятки, привезли мы кирпичик, разгрузили. Здесь вот такой светленький, а здесь немножко темнее. Это связано с тем, что он влажный. И чуть попозже он подсохнет и будет уже такой же. Давайте посмотрим, что сделали наши ребятки, пока мы с вами ездили с кирпичиком. Вытащили, ребята, они часть кирпича. Это мы делаем на нашу арочку. Завтра же будем все аккуратненько это дело мы подгонять и делать уже наши клины. Также уже подлетают такие кирпичи. Это черновая у нас будет подготовочка. И потом все это будет доводиться до такого скругления. То, что процесс занимает очень длительное время. Ребятки, сегодня у нас четверг. Мы продолжаем нашу ручную выточку. Вот эти вытачивают такие вот кирпичики. Но вы спросите, а для чего тогда мы покупали этот станок, вот, который я показывал при предыдущих видео? Если кто помнит, здесь была такая направляющая рейка, по которой двигалась каретка. Но в этой каретке сразу же после первого шаза и проточки закоксовались подшипники. И когда мы были в Санкт-Петербурге,
Я эту неработающую каретку отправил ребятам в Красноярск. Они сказали, что мне заменят ее. И вот сейчас настал долгожданный момент. Как видите, она вся упалитована. Я ее и не вскрывал. Сейчас при вас будем ее вскрывать и покажем, что там за каретка. Я еще сам пока, ребятки, не видел, но сказали, что она хорошая, усовершенствованная. И попробуем все-таки вытащивать такие кирпичи не вручную болгарка, а именно профессионально, хорошо и правильно на нашем станочке. Этик уже на радостях, смотрите, как скрывает. Как подарочек. О. Ребята, я ждал где-то около 2 месяцев. Мы еще в Петербурге ее забрали. Тут она уже дома, где-то чуть больше месяца. Около 2 месяцев. Да, уже вас ведь уже почти все сделали. А только... Так, вот, смотрите, так. Болтики новенькие. Ну как, ну, да, вот я их просил, чтобы они не положили. И что еще там? Больше ничего? Ничего. Так, вот. Ну что-то я не знаю, ребятки. Что мне вот специально вот пылевые наклеили водочные накладочки. Сейчас вот. Ну что-то меня не смущает, и ребятки тоже. Ну, будем пробовать. Наша рейка, она таки осталась, ее просто поменяли, поставили круглые направляющие. Вот, и чтобы сами подшипники не заксовывались, вот, и поставили такие съемы из войлока. Ну, ребятки, посмотрим, насколько этого хватит. Все в масле тогда. Вот, смазано обильно. Сейчас вот сразу пыль приклеится. Давай, вот принеси какую-то старую тряпочку. Ну, там... Ну давай, перчатки старые остались. Сейчас все аккуратненько протрем, потому что, ребятки, пыль сразу и налипнет, и будет неудобно. Мы сейчас все закрепим на станочек и уже будем пробовать работать. Вот, у нас есть уже готовая деталь, и по ней прикладываем мы будем уже и выставлять. Хорошо, да, давай. Ну что, ребятки, будем пробовать, что это получится, смотрите. Ребята, мы здесь около 2 часов настраивали этот станочек и решили, что для нашего размера, который нам нужен, чтобы нам делать искривление, он пока не подходит, и нам тогда быстрее и проще будет вытащить вручную это все. Ребята, мы настраивали наш станочек, созванивались с Алексеем, как опять все правильно нам быстро сделать. Вот. Но поставили кирпич уже готовый, и по нему попытались сделать наш радиус, но не получается. Мы выставляем кромку диска по низу, пытаемся его повернуть, и все равно и не получается радиус. Кирпич берет сильно много. То бишь, под наши фигурные кирпичи, которые мы сделали в проекте, этот радиус не подходит. Мы будем вытачивать вручную, и этот станок больше всего подходит для одинаковых кирпичей, для одинаковых радиусов. То, что пока мы его отложим до лучших времен и, возможно, выставим на продажу. И будем эти все кирпичи вытачивать вручную с помощью нашей стойки, болгарки. И вот эти радиусы нам уже проще делать и вручную. А если на самом станке, то они уже получаются все одинаковые и более такие скругленные. А нам надо более такие, ребятки, плавные повороты и радиусы. Работаем дальше. Ребята, я опять приехал в деревню, опять отлучался по делам. Ребята здесь продолжают вот вытачивать такие красивые кирпичики. Да, кстати, забыл всех поздравить с первым днем лета. Сегодня у детей наконец-то достали свободные часы, дни. Они могут отдыхать, бегать, гулять, кататься на велосипедах, сидеть в телефонах. Я думаю, что у многих дети сидят в телефонах, смотрят интересные штучки. Ну, а мы с ребятами продолжаем дальше работать. Со мной приехала моя доченька Андринка. Поздравь всеми. Привет. Как ей тебе первый день каникул? Отличный. Отличные? Так. И у нас тоже, ребятки, отличные. Наши булочки продолжаются точиться. Вот. Сейчас мы делаем карнизики. Эдик вот вытачивает с помощью вот такой вот приспособы, стоечки наши. Ребятки, а так мы принимаем сухой душ.
обдуваемся. О, смотрите, отсюда. Потом дальше прочищаем наши болгарочки. Как-то так. Ребята, давайте немного подытожим про наш станок, который мы приобрели для фигурной выточки кирпича. Для нас он оказался немного неудобен, так как он очень много отнимает времени по его настройке, также и подонки под кирпич. Я думаю, что он больше рассчитан на выточку кирпича от 50 штук. Вы выставили один размер, поставили метки, натащили 50 кирпичей. После этого у вас уже, к примеру, следующая партия 100 кирпичей. Вы потратили там час или два на настройку этого станка под другой уже вид кирпича. То же самое вытащили. А если у нас, к примеру, 10 видов одного кирпича, 20 другого и 30 и другого, то нам уже проще и быстрее это все вытащить вручную на болгарке. Но ничего, у нас еще будет с вами время. Еще мы с этим станком, я думаю, что поработаем. Это уже ближе, может быть, к зиме. Или зимой все-таки мы его запустим в работу и покажем, как он работает. Ребят, сегодня у нас суббота, вчера была пятница. Я не успел снять завершающий кадр. Мы начали вчера на станке срезать вот такую красивую плоскость в кирпиче. Это для передней полочки на камин, в которой еще Эдик здесь будет делать такое скругление. И у нас стало часто выбивать пробки. Я позвонил знакомому электрику, он сказал, что Дима, тебе надо поставить новые пробки, и все будет в порядке. А до этого мы спокойно пилили на станке и резали болгарками. Нам еще осталось снять плоскость в этом кирпиче, а за неделю Эдик у нас уже наточил разного фасона кирпичи. Это у нас угловые галтельные кирпичи, карнизные кирпичи. Это у нас будет идти кирпичи на верхнюю полочку. Сверху мы отступали 4 сантиметра вот здесь вот сбоку, а сверху 3 сантиметра. Вот. Я вам говорил про этот кирпич, вот где мы снимаем саму верхнюю плоскость, и Эдик здесь делает скругление. И еще нам надо будет снять боковую часть, так как она ребристая, и при кладке в шов сразу все покажет. Так у нас он, ребятки, красиво смотрится. Уже приедем после праздников и аккуратненько все будем вытачивать. Также наготовил Эдик мне такого вида кирпичи на нашу арочку. Мы эти кирпичи отторцуем, я уже буду по лекалу разгонять и срезать с них клины. Такое у нас, ребята, получилось краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить такие красивые лайки. Я думаю, на следующей неделе мы уже здесь, на этой площадке, будем насухо собирать наш камин. И потихоньку у нас будет уже вырисовываться интересный проект. А вы оставайтесь с нами. Всем пока. Всем мира, любви и добра.